Мої вітання. Я Світлана, і ви знову в моєму саду. Получила свои пионы и спешу высадить. Вчера уже вечером посадила травянистые свои пионы, часть лилий красивенных. Сейчас покажу, какие еще сегодня буду сажать. А вам хотела рассказать и показать, как правильно сажать и то гибриды межвидовые. То есть между травянистым и древовидным. И то гибрид. Ну, сейчас все быстренько посмотрим, что я тут приготовила и как и что делать. Высаживать сегодня буду вместе с вами. Специально задержала его вчера посадку. Красивенный и то гибрид Canary Brilliance. Цвет такой персиково, а в серединке с розовинкой и по краю листа розовый. Но любоваться цветением мы будем позже. Пока покажу вам, какой посадочный материал. Этот корешок довольно хороший получился. Тут порядка 8 почек. Так, это лишнее. У ИТО гибридов немножко другая схема посадки. В прошлом году я снимала видео, как мы высаживали травянистый пион Мистер Эд. Вот там. Жду в этом году цветения. В прошлом так и не было. Много листвы выросла не было. А в этом году заказала пару и то гибридов, и еще заказала, вот тут посадила вчера травянистый свои. Покажу, расскажу потом. Сейчас мы про и то гибрид. Что же это на самом деле такое? У и то гибридов очень крепкие и похожие на древовидные. Видите, у него сам росточек на веточке прямо вот так растет почка, как у древовидных. Сами почки расположены на краях побегов. И если бы мы брали и сажали их вот так вот прямо, как цветочек, и ждали побегов на краю, или вот так вот заглубляли бы, это все неправильно. Он бы нарос бы, наверное, нарос, мы бы за ним ухаживали, но цветение года 3-4-5 мы бы ждали пышного. Может, один цветочек скоро и увидели бы. В чем тут изюминка в посадке и то гибридов? Для начала я вам покажу свой и то гибрид поближе. Вот так он выглядит. Видите, корешок довольно по все стороны разложил свои лапки. Вот у него цветочные почечки расположены поменьше, побольше. Видите, тут ниже. И, казалось бы, логично высадить его вот так прямо. И рос бы он себе, жил-поживал и добра наживал. Но не все так однозначно. Покажу, что мы будем делать. И посмотрим, что же я приготовила. Яму я вырыла вон там заранее. Туда уже и золы, и немножко земли. Но покажу, что я принесла сейчас. Так, вместе с вами мы перейдем сюда. Положим нашего и то гибрида красивенного. Думаю, что это мальчик. Я как-то всем растениям определяю пол, девочка или мальчик. Так вот, смотрите, что я приготовила. Конечно же, зола древесных пород, не хвойных. Это садовая земля. Смотрите, какая фракция. Рассыпчатая, хорошая, с углинок, акцентирую. Слабая кислая реакция. Конский навоз перепревший, прошлогодний. Год он уже был, и не так его и много. Смотрите, сколько
немного, потому что когда потеплеет, мы еще сверху его присыпем, замульчируем после цветения, чтобы нарастали наши корни, в рост пошли. Сейчас удобрениями, особенно азотными, даже органическими, не надо переудобрять нам немножко. И самый главный ингредиент – это, конечно же, компост наш. Мы сами его делали, он у нас получился не с первого, не со второго и даже не с третьего раза, но получился. Шкарлупа яиц у меня даже перепревшая, хорошенная трава, скажем так, с землей, с остатками пищевыми. Это лучшее, что может быть. Все это мы будем мешать и заправлять нашу яму. Яму я вырыла где-то 50 на 50, на 40, 50 на 40. Такую. Тут уже у меня и сухая трава, и немножко я вчера положила, поэтому вообще конского навоза надо немного. Дальше. Сейчас я поставлю камеру, засыплю сюда все ингредиенты и покажу вам, как именно мы будем располагать наш итогибрид, чтобы он нас порадовал цветением уже в этом году. А потом я вам покажу немножко лилии и расскажу. Так, значит, какими слоями я буду сюда сыпать наши вкусняшки. Вкусняшки, раскусняшки. Вначале на самое дно я бы насыпала навоза нашего конского и перекопала. Кстати, глубина тут ого-го. Я вчера где-то сантиметров 70 туда, если вот так равняться по уровню земли, насыпала всего. Пион будет корнями разрастаться. Тут вообще вот этот кусочек земли очень хороший. Поливальная трубка. Я сюда еще петлю сделаю. И будет хорошо. Навоз перекопали. Компост. Компоста не жалеем. Так, камешек. Перекопали. Земля становится вообще такая рыхлая, хорошая. И садовую землю. Садовую землю обязательно надо, потому что пион наш будет потом жить же все равно в этой среде, в этой земле. Так, да, смотрите, так, стану я уже на колени. Штаны будут грязные. Смотрите, вот у нас пиончик. Разбираем посадочную яму мы. Золу пока не сыпем, у меня там немножко есть. И логично было бы, кстати, как определять, на какую высоту сажать. Ложим лопату. И это у нас примерный уровень земли. Когда мы садим травянистые пионы, у нас сам пиончик должен на, грубо, 2 пальчика или 1 почка должна быть ниже уровня земли, травянистый. Итогибрид мы будем ложить боком, вот так вот боком. Поэтому ямку разравниваем по длине нашего корешка. Уровень земли проверили лопатой. Еще немножко. И вот так ровненько почки на свет выйдут вертикально вверх. То есть они сделают поворотик. Наши вот эти почечки, трогать не буду, и все выйдут. А корень пойдет в глубину. Почему так? Потому что если бы мы посадили вот так и засыпали вот эти самые нижние почки, они бы там и остались или через 10 лет бы выросли когда-то. Поэтому поворачиваем. Лопату уберу, а то вам не видно. И вот так уровень. Ориентируемся по самой верхней почечке, чтобы от нее было пальчик или чуть меньше. И потихоньку перекапываем нашей вкуснятиной
раскуснятиной. Подсыпаем, расправляем. Земля прям такая рыхлая, мягкая. И немножко можно золу. Золой вообще пионы очень любят. Это у них и профилактическое, лечебное, и всякое разное. Обеззараживает, удобряет калием, фосфором. В общем, пионам это однозначно надо, потому что раскисляем еще почву. Можно добавлять доломитовую муку, но у меня золы тут достаточно. У меня остальные пионы шикарно растут, поэтому, видимо, им все нравится. Так, земли у нас, как обычно, не хватило. Сейчас я принесу еще, досыплю компостом еще. Принесу компоста и даже чуть горочкой пролью. Земля осядет и подсыплю еще на пальчик выше вот этой. Это самая верхняя у нас получилась почечкой. Вот такие нехитрые правила, которые дадут нашему гибриду расцвести и зацвести. Как я сказала, у меня несколько гибридов, но не цвел пока ни один. Пролить надо, чтобы у нас не осталось пустот в почве. А то там заводятся муравьи, всякие жучки, паучки, и это нехорошо. Надо, чтобы земля естественным образом уплотнилась. Сейчас схожу, еще компост принесу, полностью закопаю и покажу вам. Ну, думаю, понятно. Они у нас смотрят, немножко почки на бок поднимутся потом. Вот уровень нашей земли. Ну, вот я принесла еще 2 ведра земли, компоста. Казалось бы, ямка не сильно большая, да? А сколько сюда пошло. Перед тем, как засыпать, мы проливаем. Проливаем хорошо. Воду берем не из скважины. Пусть вода постоит несколько часов, желательно с вечера, в доме или где-то в более-менее теплом помещении. Так, теперь у нас вода кончилась. Ладно, принесем, у меня там еще одна лейка стоит. Ну или во всяком случае можете набрать чуть теплой из крана, желательно из фильтра. Дальше он немножко осел. Мы его, конечно, вот так не утрамбовываем, а начинаем подсыпать нашу землю с разных сторон. Так, тут компост с одной стороны. Я, кстати, хотела спросить у более опытных садоводов. Компост вот такой он и должен быть, прямо такой рыхлый, как вата. Его берешь, а он, во-первых, в комок в такой не берется. Он рассыпчатый, червяки в нем уже. Такой он и должен быть, или он еще должен... Так, листья у меня с деревьев нападали. Или он еще должен полежать, чтобы стал вообще черный. У меня как-то с одной стороны более черный, а с другой стороны еще, видимо, не до конца трава там перегнила. Пищевые отходы мы сюда ложим, конечно, не все, а только такое. От огурцов, от яблок, там агрессивные отходы не ложим. Помидоры в компост, я читала, нельзя. Так, вот она у нас, самая верхняя наша почечка. Видна? Мы ее присыпем. Сейчас я замульчирую все это вот такой скошенной травой. Нет, немножко еще золой сверху. Поставлю меточку, чтобы собаки мне. И вот такую травку. Целая прямо система. Пролью. И все. И ждем, когда покажутся наши первые росточки у этого гибрида Canary Brilliance. Думаю, вам понятно все основные моменты, как наклонять, по какой почке ориентироваться, состав грунта, который я использую. А сейчас я вам расскажу про вон те лилии. Сейчас посмотрим,
Роуз лили розоподобные, розовидные лилии. Тоже один сорт сита я уже посадила. Это белая с желтыми полосочками. Вот фотографию приклеиваю. И точечки, крапочки. Немножко она похожа на мусс кадет мою, но там огромный цветок, и там один ряд лепестков. А сита, роуз лили сита, там немножко строение цветка другое. И вообще я вчера вечером пересмотрела, вы знаете, про лилии всякие видео, про вот эту серию роуз лили. Там такие они красивые, эти лилии. Можно мне будет вот сюда целый прямо ряд их насажать. Но я там место нашла. Как сажать лилии не буду рассказывать, а просто покажу луковицы, какого они размера и какие. А как сажать я вам в том году рассказывала, показывала. По 5 штук буду сажать в одну ямку, чтобы большим букетом с расстоянием, где-то с ладошку, сантиметров 15 между луковицами и пятиугольником таким. Ну все, сейчас лилии посмотрим. Принесу воды, пролью, посмотрим лилии. Ну вот, принесла я воды, уже поставила веточки сюда, чтобы собаки мне не затоптали. Травкой присыплю, еще травы надо принести. И проливаем. Проливаем обильно. Так, мои коробки. Проливаем. И у нас, я вижу, показалась верхняя почечка. Сейчас мы ее присыпаем. Она не должна выглядывать у нас из нашей ямы. Еще рано ей. Еще должна приняться. Проливаем много, как я сказала. Где-то подождать надо, под уклоном земля истекает что-то у меня вода. Так, про полив вы поняли, что мы делаем. Сейчас я вам покажу свои вот эти вот лилии и покажу луковицы. Ну вот, начну с роуз лили Саманта. Вот такая лилия. И смотрите, какой размер луковицы по сравнению с моей ладошкой. Это размер 12-14. Вот такая луковица лилии у нас. Вот такая луковица лилии. Вы видите размер какой? Это 14-16. И вот такой цветок. 14-16, что это значит? Это значит объем луковиц. Самые маленькие 10-12, потом 12-14. Это уже средняя. На такой луковице может быть 2-3 цветка. Может быть один, но один цветочек обычно на меньших. А размер, если 10-12, такие луковки могут не зацвести, а нарастать. У меня там есть один сорт, он в прошлом году, даже не один, 2 или 3 маленькие я покупала совсем, такие малюсенькие. Ну, чтобы дешевле, как бы по одной луковице я не покупаю, я сразу покупаю 5, 10, 20 штук, чтобы букет красивый был. Я вам говорила уже, акцентировала, что чтобы красивый вид был у луковицы. Фу, у луковицы. Не у луковицы, у букета у нашего. То надо по несколько луковиц сажать в одну ямку. Так, и следующая серия лаки. Вот это лаки Ангел, лаки Квин красивый. Сейчас покажу тоже луковицы. Вот такие у нас. Вот такие у нас лилии. И тоже размер 14-16. Так, а какая крышка откуда? По-моему, вот так.
Самое главное не перепутать. И тоже размер луковицы, вы видите, хорошенький такой, довольно большой. И уже идет росточек. Вот такая луковица с корешками. Сейчас пойду сажать. Ну все, сейчас пересмотрю видео, посмотрю, крышки не перепутала я от лилий, а то уже наметила, куда сажать, куда что. Так, это тут. Lucky Queen, Lucky Ангел. Все, думаю, мое видео вам понравилось, как я тут все делала. Поняли вы про это. Гибриды поняли про лилии. Где лилии заказываю, я вам уже не раз говорила. Заказываю мелким оптом по 5-10 штук. Сажать можно сейчас. У нас немножко будет холодать до 0, -1, буквально с недельку. А потом все как пойдет расти. Все, всего хорошего. А то я вас заговорила. До следующего видео. Тоже, думаю, будет не очень долго. Всего хорошего.